Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, я создатель и владелец сети студий перманентного макияжа. Сегодня у нас будет видеоурок по перманентному макияжу губ. Это будет контур с растушевкой. В описании к этому видео будет ссылка, по которой вы можете перейти и посмотреть много других видео на нашем сайте. А также периодически в Перископе мы делаем онлайн живые трансляции наших видеоуроков. Процедура перманентного макияжа губ вместе с отрисовкой и анестезией занимает обычно 1,5–2 часа. На коже мы работаем в районе часа, от получаса до часа, в зависимости от сложности и площади прокраса. Мы будем делать контур с растушевкой. Это когда прорисовывается, изменяется немного контур, возможно, увеличивается форма, и мы немножко выходим на кожу. Но модель не хочет плотно прокрашивать губы, потому что, в принципе, цвет свой хороший. Мы немножко у контура закрасим веснушки и сделаем мягкую растяжку. То есть, в принципе, будет все относительно натурально, когда заживет, просто поменяется контур, форма самих губ. Перед процедурой я протру губы хлоргексидином, перед тем, как буду рисовать. Помады остатки сотру, но просто если вдруг есть помада, она жирная, по ней рисовать плохо. Или бывает запудривают губы просто тоже. Наша модель, она хочет просто немножко вот в этих местах выйти на кожу и изменить форму. Есть еще по контуру, не знаю, что это, от герпеса пустоты, или так и было, да? От герпеса пустоты и веснушки на губах. Но мы, конечно, веснушки на губах прокрасить это довольно сложно, надо очень плотно прокрашивать, ярко. Скорее всего, они, кстати, останутся, поняла, особенно вот это яркое. Ну и все, и в принципе и выровнять нижнюю губу, потому что из-за особенностей прикуса и улыбки вот часть одна выпуклая, одна сглаженная. На таких лицах, вот на таких губах категорически запрещено вообще по правилам выходить за валик. Вот валик это вот эта часть. Если вывалиться за него и поработать вот на коже, то, во-первых, эта кожа, она другого цвета, у нее другие вообще характеристики, на ней растут волоски и поры есть, и это вообще бессмысленно. Я видела много таких работ, не надо так делать, это смотрится совершенно безумно и неправильно. То есть мы можем работать только вот по этой внутренней части до валика, то есть вот место, до которого мы можем работать и сверху, и снизу. Есть губы, у которых очень сглажен валик, они прямо такие плавные. Там можно поиграть с формой и, в принципе, изменить есть больше возможностей, чем на этих вообще изменять ничего нельзя. Но хорошо, что они довольно пухлые сами по себе. Если бы они были вот такие вот узенькие, какие-то маленькие, то все, мы сделать ничего не можем. Таких пациентов, клиентов, вернее, надо отправлять на инъекционную косметологию для увеличения, если вот они к вам приходят, чтобы увеличить.
Смотрите, вот здесь, получается, я оставила незакрашенным часть губы, незакрашенная. Она небольшая, и когда пигмент будет уже ярко, ну, относительно ярко виден, это как бы сравняется место немножко. Если я бы сделала полностью, прокрасила, то ее бы перекосило прям сильно. А вот здесь нам выходить вообще некуда, поэтому у меня нет просто возможности сделать идеальную симметрию. И обязательно надо клиенту рассказать, что прям симметрично хочется, но не всегда получается. И в общем пятно, если вот так вот смотреть, то оно, ну, относительно симметрично. Белый карандаш водостойкий, он просто обычный, хорошо заточенный. То же самое рисуем, обводим лежа, вот так осторожно как бы подкрадываемся, получается, к линии. Не вот так, прям вот так начали, потому что есть вероятность, что чиркнешь по красному и размажешь, и не будет понятно. Размажешь эскиз весь. Очень важно обвести прям четко, потому что мы будем работать по границе, прям вот посерединке между красным и белым. Анестезию я буду наносить тоже так, чтобы границу эту не задеть, потому что мне очень важно зафиксировать эскиз прям четко. Потом я уже просто прокрашиваю внутри, и уже меня не волнует ни отек, ни что. Вот, обязательно садимся и, сидя, смотрим, чтобы на одной высоте были уголки, чтобы вот нижняя губа нигде не съелась белым карандашом. Это бывает такое, что лежа закрасил часть. Анестезию мы наносим вот таким шприцом. Им очень удобно, когда надо локально куда-то нанести, не испортить, не размазать границы, потому что эта анестезия, это лайдеп, она в большой банке, и ее шлепать, что ли, ну, неудобно. Вот мы пользуемся таким шприцом. Я, не заходя на границу, не дотрагиваясь, в принципе, до кожи даже, анестезия, она разойдется. Моя задача не нанести ее на вот эту границу между красным и белым, потому что она для меня важна очень. Все. А вот здесь вот в центре уже можно так спокойно это делать. Хоть карандаш и водостойкий, но я лучше поосторожничаю и не буду границу нарушать. В принципе, особенно это важно для тех, у кого небольшой опыт, потому что даже вот чуть-чуть небольшое подплытие эскиза уже чревато неправильным контуром. Для работы. Это вот ватные диски смоченные, это совершенно обычная вода. Ватные палочки, подставка, обмотанная пленкой, на ней вазелин, анестезия, пигмент, который я сейчас туда налью, и ватная палочка, я просто макаю ее в анестезию, наношу, и она у меня все время вот здесь вот воткнутая, ну, мне так удобно. Одноразовый модуль для машинки, для аппарата, перчатки. Палочки у меня для того, чтобы проверять в процессе, лег не лег эскиз в самом начале, когда я буду фиксировать форму. Сегодня мы будем работать единичкой. Эту процедуру можно делать многими видами игл, конфигураций, можно и пучками делать. Просто я своим новичкам не рекомендую работать пучками сразу на губах, потому что пучком очень сложно зафиксировать контур четко. То есть она может либо выскочить за него, либо
отойти от него вглубь губ, и будет пустота неправильная. И еще пучками можно насажать пятен. Единицами, на мой взгляд, работать проще всего. Хоть она и считается самой травматичной игла, единичка, но если научиться правильно работать, то ей можно делать очень красивые работы, очень точные и не пятнистые, такие виртуозные, скажем так. Ну и гораздо проще, на мой взгляд. Так как я сегодня буду работать единичкой, я немножко расскажу о них. Единичку тянет, в смысле тянет, это значит, что мощность машинки практически любой позволяет работать единичкой. Но единичкой очень просто заглубиться. Заглубиться — это значит уйти слишком глубоко, поместить пигмент настолько глубоко под кожу, что он меняет оттенок. Вот, то есть на губах, допустим, это может выглядеть как коричнево-фиолетовые пятна. Они обычно бывают на контуре, бывают они и в центре губ, если мастер очень долго и плотно копошился в одном месте и ушел на большую глубину. Вот именно единичкой это сделать проще всего, потому что сопротивление кожи настолько маленькое, что ты не ощущаешь, надо еще и глазом контролировать. Мы ставим руки прямо возле рабочего места, но еще и надо визуально смотреть, не ушел ли ты слишком глубоко в коже. Вот. Мы работаем сегодня NPM аппарат. Он потянет любую, в принципе, конфигурацию игл, но, допустим, там какие-то китайские, типа Gucci или аналогов ее, они часто без дополнительного блока питания, они не могут, у них не хватает мощности, они как бы захлебываются, как-то кожу ковыряют, но не прокрашивают. Имейте в виду, что если вы захотите работать большими пучками от тройки вот и выше, пятерки, семерки и так далее, не каждая машинка может ими работать, у них просто не хватает мощности, поэтому, и опять-таки там совсем другая техника в работе. Мы сегодня единичкой работаем. Пигмент мы сегодня выбрали терракот теплый. Так как нам нет надобности сильно менять цвет, он максимально близок к ее цвету губ, поэтому я выбрала его. Мы немножко изменим, плотно прокрасим у контура и на нет с водой растянем, водой и техникой мы растянем к слизистой, чтобы свой цвет практически там не менять. То есть у нас нету цели прям приплотно прокрасить ее губы. Пигменты эти – это татуировочные миксы пигментов, которыми мы работаем уже очень долго. Для простоты использования мы их разлили вот в баночки с названиями. У нас есть каталоги, в которых примерно показаны цвета эти. Обязательно и когда мастер начинает работать, он может с клиентом обсудить, в принципе, какой примерно получится цвет, но опять-таки мастер никогда не может сказать, что смотрите, вот этот цвет будет у вас на губах, потому что, получается, этот цвет, он смешивается с цветом губ, он так или иначе имеет у всех свой цвет, вот губы, то есть у кого-то они коричнево-фиолетово-розовые, у кого-то они розовые, такие теплые, то есть надо примерно показывать 2-3 оттенка и говорить, какой-то из них примерно мы попадем, потому что когда заживает, цвет он меняется, он как бы под слоем кожи своей немножко изменяет оттенок, скажем так. И получается на коррекции, если все устраивает клиента, то мастер либо просто усиливает этот оттенок и закрывает пробелы, если они есть, либо он может поменять оттенок в теплый, в холодный, в какой-то нужный, выбранный. Именно поэтому на первичной процедуре клиенту всегда нужно донести, что эта процедура, она двухэтапная как минимум, потому что ни один мастер не может со стопроцентной уверенностью сказать, что вот этот цвет у вас заживет вот так идеально, он будет похож на вашу помаду или любимый карандаш, и не будет пробелов, и все будет супер. Если вдруг такое получится, то это классно, но это бывает очень редко, и вы должны занизить ожидания клиента перед процедурой, чтобы в дальнейшем, чтобы у вас не было проблем, когда что-то пойдет не так, как клиент ожидает. Вы должны смотреть, если губы теплые, в принципе, по цвету, то им не старайтесь делать в контраст. Допустим, если губы теплые, вы берете и закрываете их холодным цветом. На деле перманентный макияж – это не декоративная косметика, и клиент не может вами руководить и говорить, вот сделай мне вот эту помаду и все. Ваша задача сделать такую идеальную подложку для декоративного макияжа, то есть вы должны выровнять асимметрию, вы должны исправить немножко, может быть, свой цвет губ, закрыть пробелы и выровнять асимметрию, но вы не должны пытаться контрастировать со своим. Но тоже есть тонкости. Если губы, допустим, очень холодные, холодно-фиолетовые, вы должны выяснить перед процедурой, когда человек замерзает, они у него синеют или остаются такими же, либо белыми.
Если они синеют, вы просто не можете брать холодные оттенки, допустим, там вот со сливовыми какими-то такими подтонами, потому что в случае, если он просто замерзнет, они станут ужасного фиолетового цвета. Чуть-чуть теплее, чем свои, но это не так же, это совершенно точно не там какие-то жутко оранжевые вот такие цвета. Но если, допустим, это афроамериканец, у них бывают такие прям ярко-коричневые губы, вот там надо работать реально такими рыжими, сиенными, вот как сиена оттенками, чтобы вывести в более такой какой-то теплый розовый, потому что, опять-таки, если там каким-то малиновым поработать, то это будет просто жутко фиолетовый сразу, даже после процедуры, скорее всего, цвет. Тонкостей очень много, и говорить можно об этом бесконечно. Во время процедуры очень важно соблюдать все правила асептики, антисептики. То есть вот все, чем я буду работать, оно лежит у меня даже на столе. Я, в принципе, не трогаю аппарат, я уже выставила скорость. Сейчас я заряжу его, то есть обязательно надо показать клиенту, что вы пользуетесь одноразовыми расходными материалами, чтобы он увидел, и потом у него сомнений возникало в том, что это так. Потому что иногда мастера забывают сказать и показать. Просто молчком заряжают, и все, машинки свои. И мы еще пользуемся барьерной защитой. Особенно новички часто пачкают свои аппараты очень сильно в пигменте. Так как практически все аппараты невозможно продезинфицировать в сухожаровом шкафу, я вам рекомендую заматывать барьерную защиту. Это тонкая пленка пищевая, то есть все полностью вместе с началом модуля у меня замотано в пленку. Это никак не меняет ее каких-то рабочих функций, ничего не портится. И, в принципе, эстетически это не выглядит никак ужасно. Ну и весь шнур, который я трогаю, всю ту часть я тоже заматываю. Отдельное видео по асептике и антисептике вы можете посмотреть у нас на сайте. Этот урок бесплатный, он доступен всем. Там все подробно рассказано о том, как должен быть оформлен кабинет и как себя вести во время процедуры. Перед процедурой пигмент надо обязательно взболтать. Потому что часто пигменты расслаиваются на пигмент, выпадает в осадок сам пигмент, а сверху водичка, жидкость. У меня на столе всегда стоит вот антисептик для рук. То есть перед началом работы, или если вдруг я отвлеклась и что-то тронула, я обрабатываю им перчатки. Снимаем эскиз. Очень надо аккуратно снять пленочку, чтобы не повредить его. И промокнуть лишнюю анестезию просто сухой салфеткой. Именно не трущими движениями, а просто впитать. Есть специальные разбавители для пигментов, а они идут вместе с перманентными фирмами, там, дилуэнты. А есть просто вода для инъекций, можно ей тоже пользоваться. Мы ее открываем перед процедурой, потом выбрасываем, в принципе, если она не нужна. Мои движения какие? Я иглой вхожу в кожу, и маленькие штришочки возвратно-поступательные. Туда-назад, туда-назад. Они такие маленькие, в районе миллиметра. Пальцем я ощущаю сопротивление кожи и визуально взглядом еще контролирую. Нет задачи положить пигмент. Я сейчас просто повреждаю кожу для того, чтобы анестезия проникла, потому что предварительная анестезия, она обезболивает постольку-поскольку. Основная должна сработать, побелеет также кожа, и если вы даже на совсем маленькой глубине все-таки положили пигмент на контуре, когда фиксировали его, может быть, сейчас сначала даже не видно, а когда сработает анестезия, кожа побелеет и сосуды сузятся, станет видно. И вы уже можете либо еще раз пройтись, чтобы убедиться, чтобы не потерять контур,
до которого вы работаете, либо уже работать спокойно дальше, потому что все хорошо видно будет. Ну вот смотрите, вот это даже довольно ярко. Но так как мы вот в этой как раз области будем менять форму, то нормально, мы здесь будем плотно прокрашивать. Вообще идеальный вариант, когда вот такой намек на линию, до нее видно, что мне работать, где мне прокрасить, а все остальное не видно. Можно нанести анестезию, чуть-чуть подождать, чтобы вот как только губы побелели, значит она уже сработала и можно начинать работать. Смотрите, видите? Вот, допустим, в принципе, для меня этого было бы достаточно. Но так как у нас сейчас урок, я говорю, особенно для тех, кто новички, вот эта линия, она должна быть чуть-чуть более четкая. Поэтому я ее немного делаю ярче. Те же самые возвратно-поступательные движения, вперед-назад. Нахожусь в коже все время, я не на вылет, не маятником это делаю. Тут видно, в принципе, я иду прям вот по прорисованному контуру. Тут я уже имею возможность стирать, проверять, как ложится. Немножечко ярче должен стать пигмент. То есть эту линию я должна видеть четко, когда буду до нее прокрашивать. Можно прям сразу стирать, проверять, чтобы легло. Анестезия сработала, кожа губ стала прям белой, видите? Остались только веснушки. Реально. Ну, все. То есть наша задача, вот то, что я делала, я прочиркала все губы, чтобы кожа побелела, обезболилась полностью. И теперь я просто начинаю прокрашивать. Я натягиваю. Сейчас, кстати, покажу. Берете диск ватный, складываете его пополам и вставляете. Он должен вот по зубам вот так пройтись между зубами и началом губ изнутри. Вы, получается, не будете поливать клиенту в рот пигмент, анестезию. Губы натянуты слегка будут. Это очень удобно, просто так расправляйте равномерно. И все. Класс. И все. И получается, они уже в принципе натянуты, вы только немножко вот так вот, я так делаю. Палец ставлю сюда, чтобы ощущать вибрацию прям четко. И вот вторым пальцем я расплющиваю место, на котором буду работать, чтобы оно было ровным, потому что губа, она имеет объем такой, она полукруглая, и вы можете где-то уйти слишком глубоко, где-то работать слишком поверхностно, поэтому вот я так делаю, это очень удобно, как мне кажется. Дальше моя задача просто прокрашивать вот это вот, я смазываю вазелином. Дальше моя задача, вот я ставлю палец, как говорила, и вот под углом кожи, вот это место, я прокрашиваю. Получается, я плотно прокрашиваю контуры и потом немножко растягиваю вот сюда к слизистой, к внешней части. Получается, я под углом, вот смотрите, чтобы было видно, потому что под пятном этим не видно. Я вот такие движения совершаю. Дохожу до угла, возвращаюсь и снова. И вот рядом-рядом кладу эти штрихи. Я все время нахожусь в коже под углом. И назад, когда иду, и вперед, когда иду. Потом я стираю, проверяю, как это легло. Видите, вот эти штрихи есть. Только я здесь это делаю гораздо плотнее и чуть-чуть быстрее. Если мне надо прокрасить кожу губ, там, где плотно должен лежать пигмент, если мы меняем форму, то этого я добиваюсь. Важно не ковыряться в одном месте, вот прям вот долго и усердно прокрашивать одно и то же место. Больно уже? Угу. Давай, идем. Когда модели становится больно, мы обезболиваем все.
И уходим на другую, допустим, часть губы, на нижнюю. Здесь движения, в принципе, те же самые. Там, где мне важно видеть, я сначала, вот у меня капля упала, и чтобы ее лишний раз не стирать, я ее растягиваю в безопасном месте. И потом я подхожу и у контура прокрашиваю. Опять-таки, если поливает прям пигмент сильно, то можно отрегулировать вылет просто, чтобы пигмент поступал, настроить таким образом машинку, чтобы пигмент поступал, но не мешал вам работать, чтобы не поливало зону рабочую. И старайтесь протирать прям постоянно, чтобы вы были уверены. Бывает такое, что мастер проходит всю губу полностью, а потом стирает, и получается, что в одном месте он правильным нажимом работал, в другом месте с неправильным, и пустоты образовались. Лучше этого не допускать, и вот проходить не больше полусантиметра и проверять. По горячим следам исправлять где-то пустоты, закрывать, если вдруг там они образовались, и проходить дальше. Вот сейчас я движение совершаю вот на этой стороне от себя, но под углом кожи я нахожусь. Получается такое гладящее от себя движение. Пигмент входит под углом, ложится плотнее таким образом все равно. Но от себя это делать проще. И постоянно проверяю, чтобы он ложился плотно от контура. Получается, я стираю, в этом месте у меня прям выступают такие капельки сукровицы. Потом я, когда прохожу дальше, они уже, все, кожа в этом месте засыхает, и уже не кровит, ничего нету. Но они такие равномерным таким ковром, получается, лежат. Можно тут же, в принципе, растягивать все это. Уже вот чем длиннее вот этот штрих у вас, тем получается воздушнее. То есть возвратно-поступательное движение точечек получается меньше, потому что движение руки длинное и быстрое. И на вылет у слизистой. А вот у контура, где мне надо прокрашивать, я работаю плотно. Когда игла проходит вот такое движение, вот я прохожу, остается довольно толстый след. Если я стираю, то там настолько этот след тонкий, вот она полосочка идет, что его почти не видно. Я к чему клоню? К тому, что надо класть их плотно-плотно, практически друг на друга, эти штришки. Потому что таким образом, если вот так быстро прочиркать всю губу, стереть, там останется 10 этих штрихов, их видно не будет. Верхняя губа такая разная, потому что я тут показывала две техники. Вот здесь я показывала, что вот надо у контура маленькие штришки, вот такое движение на вылет от себя. А здесь мы прокрашивали вот это место туда-сюда, такие вот елочкой движения. Мы ее потом на последнем проходе, на втором, мы ее сравняем, просто все сделаем равномерно. Если вот проходить под углом и проходить перпендикулярно коже. Видно? Получается, насколько более яркий штрих, когда под углом. И он совсем почти не видный, вот он идет, который вертикально. То есть если
я буду работать вот таким образом, вертикально прокрашивать, то я совершу больше движений. Такое можно делать с идеальными губами, когда вам нужно добиться такой акварельной техники. Вот смотрите, видно, да, здесь? Я вот туда-сюда вертикально сделала много-много движений, практически на одном месте копошась. Больно, да? И такой бледненький цвет. Но здесь, так как мы не меняли форму и не выходили на кожу, это не имеет значения. Но если бы я здесь, допустим, изменяла форму, то это было бы слишком бледно для того, чтобы остался пигмент в коже в достаточном количестве. Поэтому вот эти вот техники, я сейчас на одних губах показала кучу разных приемов, можно применять в зависимости, чуть-чуть подбородок получится, в зависимости от того, что вам нужно, в принципе. Если идеальные губы вообще идеальные по форме, не обезболиваюсь. А я мазнула вообще анестезию здесь? Если идеальные губы по форме, и вам надо только немножко изменить оттенок, то тогда, конечно, можно вертикально пройтись везде по чуть-чуть. Если вы меняете форму и выходите на кожу, то лучше это делать под углом. Ну вот это я говорю сейчас про работу единичкой. Что, нижнюю бровь что-то, давай верхнюю доделаем. Обезболилась? Сейчас я совершаю здесь такие длинные, большие движения, размашистые. У меня сейчас задача просто сделать растяжку вот от этого яркого участка туда к слизистой. У меня нет задачи плотно прокрасить ничего. Так как этот пигмент с водой разбавлен, он прям жидкий, он сразу течет. Можно сделать это аккуратно, вот вертикальными движениями, если пигмент вы не разбавляли или нечем, но проще всего сделать просто с водой и все так отшлифовать, растянуть. Если где-то были пробелы, то они закроются сейчас. Терпимо? Ну вот получается вот это место. Причем я очень сильно вывернула губы, на самом деле этого места видно не будет. Просто я не могу взять и резко бросить. Это будет такой эффект съеденной помады. Нету такой цели. Губу надо выворачивать, потому что она вот такая круглая. Вот она такая круглая примерно. Если вот работать на одной глубине вот таким ровным движением, то в одном месте вы будете слишком поверхностны, в другом месте вы заглубитесь. Поэтому я ее выпрямляю либо пальцами, либо ватным диском, натягиваю, чтобы она в том месте, на том небольшом участке, на котором работаю я, она чтобы выпрямлялась и была ровная максимально. Очень часто во время процедуры возникают всякие ситуации. Вот они редко бывают идеальные, попадаются губы, на которых ложится вообще любое прикосновение. Прям. То они кровят, то человек напился кофе, то плохо обезболивается в каких-то местах, то появляются синяки, то может быть, что в каком-то из мест вообще не будет ложиться пигмент. Там, возможно, часто выступал герпес, и кожа уплотнилась, либо кровит безумно в каком-то определенном месте и не ложится. То есть вы должны готовы быть к тому, что в процессе будете сталкиваться с вообще любыми дурацкими ситуациями. Самое главное – это что-то менять. То есть если не ложится вот так, рисуйте под другим углом, чуть замедляйтесь. Либо вы можете просто, не знаю, сменить машинку в конце концов, или иглы, или если, смотря, если есть что менять. Главное, если что-то не работает, не повторять это снова и снова. Сейчас я там, чтобы сузилась адреналин, чтобы сработал. Потому что часто очень клиенты даже не признаются, что они там препараты какие-то принимают, или забывают об этом, или кофе напились и из-за этого кровит. Ситуаций куча может быть. Самое важное не работать вслепую, если вдруг у вас упала капля пигмента, допустим, не видно. Сотрите ее, либо уходите в безопасное место, где вам надо сделать растяжку, допустим. Потом вернетесь и прорисуете. Вот так кровит, это в принципе не норма.
Так как я работаю довольно поверхностно, это чаще всего просто выступает такая небольшая сукровица и перестает сразу от анестезии в том числе. Бывают такие ситуации возникают, когда на носу критические дни, либо были недавно, физиологически кровь разжижается в организме. А еще бывает, а ты не пила какие-нибудь антибиотики, что-нибудь такое, когда бронхит лечила? Пила? Короче, ты просто идеальная модель. На первой процедуре все должно быть сделано максимально идеально, насколько это возможно. Конечно, если случился отек, вы ни в коем случае, вот я за всю процедуру не садилась, в принципе, не исправляла ничего по симметрии. Просто если случился отек, ни в коем случае нельзя исправлять симметрию, где-то дорисовывать. Это касается и век, и губ. На бровях, допустим, отека никогда не бывает, поэтому мы садимся и много раз смотрим по симметрии. Сделай. Ага. Нет, прям вот прям сильно, да. Вот эти места. Вот видно? Вот если вот так вот, сделай еще Вот видно, вот здесь вот кусок недокрашенный. Когда губы сомкнутые, сомкни, его не видно вообще. Но если вдруг в разговоре будет видно, это будет некрасиво. Поэтому мы чуть-чуть докрасим. Надо проверять вот эти внутренние уголки. Ну-ка, еще сделаем. Прям вот это место надо свести туда вглубь слизистой, покрасить. Хотя его практически не видно, но должно быть максимально идеально. Понятно, что коррекция нужна почти всегда. Там вот где слизистая, оно еще и часто не приживается. Поэтому хотя бы сделать это надо. Ну-ка, открой рот. Как бы облизни губы в серединку. Ну, мы закончили процедуру перманентного макияжа губ. У нас это выглядит как плотный прокрас, на самом деле это контур с растушевкой, потому что плотный прокрас у нас примерно идет от контура и до миллиметров 5, может быть. Все остальное 1 к 1 разбавлен с водой пигмент, чтобы просто там на нет сошло. Это самая простая техника для тех, кто только начинает. То есть добиваться, допустим, растяжки рукой, это довольно сложно даже для художника карандашом сделать. А для мастера в перманентный макияж, допустим, губ, там, теней и так далее, иголкой это сделать еще сложнее. Поэтому проще всего у контура прокрасить. И там, где вы вышли за кайму на кожу губ местами, потому что вот в этой части, вот в этой во внешних частях, на верхней губе, мы вышли на кожу лица. И там мы прокрашивали плотно, я прокрашивала плотно. Все остальное это растяжка с водой просто. На самом деле сейчас выглядит вот ярко, полностью прокрашенным, но когда заживет, оно должно стать мягче прям раза в 2. На мой взгляд, это самая простая техника. Работала я под углом, у нас очень сильно кровило, потому что модель, оказывается, недавно лечилась антибиотиками, сейчас она их не принимает, но какие-то что-то меняется и влияет таки на работу прием разных сложных препаратов. Еще она напилась сегодня кофе, поэтому кровила чуть сильнее, чем обычно, поэтому уход у нас будет, в принципе, он не отличается. Главное прийти домой и очень хорошо с мылом протереть прям
часа через 2. Все время под вазелином находишься, понятно? А во время отека, а он случается практически всегда на губах в той или иной степени, очень важно не садиться и не исправлять по симметрии. Цвет, конечно, безумно яркий сейчас. Уходит он процентов на 30-40 всегда по яркости, когда заживает, вместе с корочками сходит этот цвет. Оттенок тоже немножко изменится. Но вот, допустим, вот кажется, что вот нижняя губа вот здесь вот какая-то неровная. Если ее натянуть, сейчас я одену перчатку вторую, что-то не трогать. Но если она такая слегка волнистая, это из-за того, что отек он не совсем равномерный, и если ее натянуть, то она ровная, эта линия идет. По симметрии, в принципе, ну, нормально все. Мы немножко выравнивали губу, отек спадет, будет более понятно. Вот здесь у нас есть пятна, это просвечиваются веснушки. Несмотря на то, что я вот здесь у контура прокрашивала довольно плотно, веснушки остались на месте, но с этим мы ничего поделать не можем. И очень важно это рассказать клиенту в самом начале. Ну, в принципе. Сейчас я нанесу вазелин еще более толстым слоем. Очень важно предупредить клиента, не трогать пальцами, чтобы все было одноразовым. Когда она наносит вазелин, это должна быть одноразовая палочка, которая тут же выкидывается. Это не должна быть ни в коем случае гигиеническая помада, потому что многие хотят помазать своей прозрачной помадой. Помада – это просто скопище бактерий всяких. Яркость уйдет примерно процентов на 30-40. По заживлению мы рекомендуем через 2 часа прийти домой, смыть хорошо все с мылом. Сукровица, которая выступила, но не засохла из-за вазелина, смоется. И из-за этого корочки будут максимально тоненькие потом, когда будет заживать. Сходит примерно на 4-й день. Вы должны очень тщательно рассказать о том, что будет. То есть, когда сойдут корочки, сильно побледнеет. Потом в течение месяца будет проявляться и меняться оттенок. То есть, клиент может осудить о качестве перманентного макияжа примерно через месяц, то есть через 30 дней от сегодняшнего дня. Если выскочит герпес, это часто случается на этой зоне, то рекомендации там обычные по уходу за герпесом, главное не сдирать болячки. У меня его никогда не было, просто что там с ним делать, неважно. Короче, рекомендации вам даст фармацевт или врач по уходу за герпесом. Противогерпесные пропивать в идеале за несколько дней до процедуры, тоже по рекомендации врача, потому что мы не назначаем, рекомендуем, но не назначаем, потому что мы не врачи и не имеем права назначать препараты. Что еще? Корочки не сдирать, в баню не ходить, кушать осторожно, с утра зубы чистить тоже, нанеся вазелин, чтобы не потрескалась кожа. И потом аккуратно можно снять зубную пасту, если она попадет с зоны татуажа. Корки не сдирать ни в коем случае, декоративной косметикой не пользоваться, потому что многие пытаются эти корки закрасить помадой, потом ее снимают, и в итоге получаются пробелы. Объяснить надо очень тщательно клиенту, что если он поздирает корочки, то будут пробелы, которые сложно довольно-таки восстанавливаются, их надо будет потом закрывать прям локально. Что еще говорить? Примерно через час, когда полностью перестанет действовать анестезия, появится такое соднящее ощущение, что как будто это синяк. Тоже обо всем рассказать. Отек держится, бывает до 2 суток. Я сталкивалась с таким. Это особенности организма тоже. Вы должны предупредить максимально обо всем, что может случиться, чего ждать клиенту, чтобы он не пугался. Но в любом случае оставить свой телефон и быть на связи, если что. Примерно через час, когда полностью отойдет анестезия, губы станут еще ярче, потому что вернется как бы кровонаполненность, потому что сейчас сужены сосуды от анестезии, от адреналина, который в ней содержится. Поняла? Чтобы ты не боялась, не пугалась. Приобрести этот и другие уроки вы можете на нашем сайте PMU3. Посмотреть нас в прямом эфире вы можете почти каждый день в Перископе. Мы выходим туда часто и даем ответы на многие вопросы. Спасибо, что были с нами, спасибо, что приобрели этот урок. Если у вас есть вопросы любые, не стесняйтесь, задавайте нам их в личку, мы постараемся на все на них ответить.